Лина, привет. Привет, Артём. Как у тебя дела? У меня все хорошо. У тебя? У меня в гостях очень интересный человек Алина, с которой я хотел бы поговорить о ее увлекательной Как биографии. меня зовут? Алина? Алина, тебя как зовут? Полина. Полина, Да, Артём. откуда ты? Я вообще родом из Осетии, из маленького города Цао, который находится на границе с Грузией. Вот. Но я большую часть своей жизни, такой осознанной, так сказать, я проучилась в Новосибирске. То есть, да, были моменты, когда я жила в Санкт-Петербурге. Это был интересный момент в моей жизни. Но вообще, да, я всю свою жизнь, грубо говоря, в Новосибирске. Во сколько лет ты переехала из Цхинвала? Цзао! Цзао. То есть там, помимо Цхинвала, какие есть города? Цхинвал — это вообще столица Южной Осетии, она считается главным. И в то время, когда я там жила, Цхинвал не был, такой, как сказать, столицей, то есть там инфраструктура была не настолько развита. Вот. И я жила и родилась в городе Цзао. Ну, сейчас это город, раньше это была деревня, где буквально было 2 улицы и Обчелся. Он находится на границе с Грузией, и я переехала в 2008 году, мне было 6 лет. И из-за того, что, начался военный конфликт в Грузии с Осетией, именно с Южной, и вот мы были вынуждены переехать, и моей маме предложили работу в Новосибирске, и вот наш выбор пал на столицу Сибири, так сказать. Холодно было? Это было ужасно, лично для меня, честно, потому что из места, где все время лето, где все цветет, поет, вкусные фрукты, добрые люди, я переехала в город, где столкнулась, наверное, с самым большим негативом, на то время. То есть мне 6 лет. Так, не отвлекайся. Я не могу, мне мошка в глаз летела. Мне было 6 лет, и я на то время, когда переехала, это вот мне только-только исполнилось 6 лет, я пошла в садик. Я дохаживала в садик и пошла учиться, наверное, не в первый, подготовишки, подготовительный класс перед школой. И это было ужасно. Я темненькая, я смуглая. Ого, у нас подкаст про расизм выйдет в России. Не то чтобы расизм, это, скорее всего, было какое-то неприятие со стороны сверстников, потому что я темненькая, у меня явный акцент, потому Акцент что тогда был, да? я на русском плохо говорила, честно, раньше. То есть я знала только грузинский, осетинский, на котором разговаривает моя семья. То есть русского у нас очень мало было в обиходе. И, во-первых, у меня был акцент очень явный, прям он очень выделялся. И мне было очень сложно найти друзей, потому что я темненькая, у меня монобровка. Кошмар. У меня... Как ты избавилась от монобровки? Я ее выщипала. Красава. Нет, в первый раз я ее сбрила. Вот. Но я еще пухленькая, я темненькая, у меня кудрявые волосы, и меня на фоне этого начали жестко хейтить. Дети — это жестокий народ, на самом деле, самые жестокие люди, в период людей. Вот. Но в дальнейшем, то есть они как-то это приняли. Да, были девчонки, которые вот эти вот блондиночки с голубыми глазами, которые там пытались меня подстебать в какой-то момент жизни, то есть пока мы учились там в классе 5. Но мне уже было настолько все равно, потому что я не такая, как все, и что с этим? Поэтому учителя, слава богу, они не подливали масло в огонь в этот момент, потому что, это было бы очень too much. А ты что-то помнишь из Осетии вообще? Да, конечно, я помню, потому что это просто прекрасное место. Это место, в котором до сих пор живет моя душа, потому что у моей бабушки, с которой мы жили, у нас была такая нуклеарная семья, то есть нас жило очень много в одном доме, у нас был большой дом. Я жила с бабушкой, дедушкой, тетей, и вот мама, папа и я. Еще племянник потом появился у меня, но он был маленький очень, я его почти не помню, грубо говоря. У нас был огромный сад с хурмой, моя бабушка очень сильно любила хурму, а у меня в детстве все думали, что у меня на нее аллергия, потому что бабушка варила хурмечное варенье, из хурмы и персиков, а у меня была аллергия на персики. И я ела персики вместе с хурмой, и все думали, что мне на хурму почему-то аллергия. Понятно. А ты была там после переезда? Да, я ездила в Осетию в 2017 году. Какие впечатления? Бедно. Очень бедно.
Вот как раз-таки я говорила, что Цхинвал не был столицей в то время, когда я там жила. Сейчас только Какой город столицей был? В плане, он не имел вот этого понятия, как столица. Да. Это был центр. Цхинвал круто, классно, колоритно. Я ездила в Цзао, свое, уже город, с маленьким по-прежнему населением, и очень бедно. То есть люди остались там, вот именно с тех времен, как я уехала. Они не менялись. Там нету телефонов, там мало кто пользуется связью, телевидением. То есть это город, который вот застрял в том времени. Я был в Абхазии, и там есть интернет, там есть связь, там все есть. В Абхазии это же не Осетия. В Осетии хуже в этом плане? Нет, в плане там все есть. Там люди, которые там остались, это пенсионеры. Пенсионеры и внуки, которые приезжают, на летние каникулы. То есть этот город, понятно, что он не пользуется какой-то популярностью. То есть там все очень мирно. Это вот такая приятная деревушка. Там все еще есть рынок, как самый главный, то есть центр, где можно купить всякие продукты, товары. То есть там очень мало каких-то магазинов. То есть там вот все, вот как я уезжала, там все так и осталось. А на каком языке говорят? На русском, осетинском? На осетинском. Русские понимают. Слушай, там от человека это зависит. Все-таки после того, как Осетию северную, не южную, подсоединили к России, то есть она стала Россией. 300 лет назад. 300 лет назад, да. Там появился русский язык, логично. Но... Нет, вообще Южная и Северная Осетия, они были вместе, вместе с Грузией, потому что Грузия была в составе Российской империи, то есть... Я не знаю историю, у меня была... С этим не связано, просто последние поколения, да, они не очень хорошо говорят. Они не говорят по-русски, то есть... в плане... Нет, есть люди, которые говорят, понимают, все отлично, но это, опять же, связано с тем, откуда у тебя родня. То есть я же не могу заявить громко, что в Осетии все осетины. Нет, это не так. Конечно, есть приезжие, есть иммигранты, как в любой стране. Ты понимаешь осетинский, говоришь на осетинском и на грузинском. Да, у меня, смотри, в чем прикол. Из-за того, что Цзао — это граница с Грузией, у меня диалект грузинский, у меня грузинский акцент на осетинском. Это осталось еще с тех времен, когда я только-только родилась. У меня вся семья так говорит, то есть это абсолютно неплохо, потому что, очень было много реально контактов с Грузией тогда. Вот, и в целом кто-то говорит на чистом осетинском, то есть прям вообще хорошо, кто-то с акцентами. Там есть осетины, армяне, то есть там очень много смешения кровей. И в целом все говорят на осетинском, но понятно, что моментами друг друга могут не понимать. Можешь о себе рассказать на осетинском вкратце? Нет, я не буду позориться. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Нет. На грузинском? Нет, я не практикую в России. То есть ты в основном понимаешь, да? То есть я ты говоришь только в основном, да, понимать. Я могу вести очень краткий диалог. Но мне лично, я не знаю почему, мне не нравится, как звучит мой голос на осетинском и грузинском. Точно так же, как и на английском. Может, это тебе дает флешбеки со школы, когда тебя... Да, скорее чморили. всего, это больше отзыв к тому, что я именно пыталась от этого избавиться, от этого следа нерусского, так сказать. И я орусела на все 100%. То есть, поэтому я сейчас только пользуюсь русским языком в России. Да. С обрусением тебя. Спасибо. Слушай, сейчас, мне кажется, нет такой проблемы, да? Сейчас уже люди более стали терпимыми, да, это вообще детская, наверное, какая-то вещь. Лояльнее стали люди 100%. Я безумно благодарна за это времени, моде в том числе, на вот этот феминизм, на лояльность, на толерантность, за отсутствие расизма, слава богу. У меня была проблема в чем? Я училась с детьми богатых родителей. Я не могу сказать, что у меня там шибко богатая либо бедная семья. Нет, мы обычная семья. Но они просто такие. Это просто дети, которые приняли такое решение, что они принимают только своих. Конечно, они сейчас изменились, мы потом учились 10 лет вместе, и ребята, мы отлично общались. Просто у детей есть такая категоричность. Если ты не такой, как мы, то будь добр. Понятно.